Джек – очаровательный пес, с которым случилось несчастье. Этот милый пес попал в передрягу, и его жестоко искусала напавшая на него собака. С кровоточащими ранами он был доставлен в одну из клиник, еще не догадываясь о том, что его ждет предательство. Увидев израненную собаку, доктора принялись осматривать пса. Джек скулил от боли всякий раз, когда до его ран дотрагивались. Все тело бедного питомца было покрыто укусами, которые нанес ему во время атаки какой-то пес. Испытывая страх и сильную боль, Бигль смотрел на людей глазами, в которых читалась невероятная тоска и отчаяние. Пока ему брили спинку, чтобы обработать раны, Джек едва не плакал от всего происходящего. Далее настал черед рентгена, которого немного побаивались ветеринары. Люди очень переживали, что у пса окажется внутреннее кровотечение. К счастью, подозрения врачей не подтвердились, и обследования закончились. Измученная болью собака не могла дождаться, чтобы этот кошмар поскорее прекратился. Но одно несчастье повлекло за собой другое. Пока собачкой занимались сотрудники клиники, доктор Линси беседовала по телефону с хозяевами Джека. Девушка не могла поверить своим ушам. Люди не только отказывались от рыдающего от боли, жалкого пса, но и хладнокровно предлагали усыпить его. Разумеется, доктор Джефф категорически отказался выполнять эту ужасную просьбу. Он всегда предпочитает давать животному второй шанс, даже если питомец очень болен. В случае с Джеком он был уверен, что пес обязательно выздоровеет, просто ему требуется чуть больше времени. А пока малыш сидел в небольшой клетке, находясь под наблюдением врачей, он выл от боли и одиночества, а когда к нему подходили, чтобы погладить, пес клал мордочку на ладонь своего гостя и смотрел глазами, от которых хотелось расплакаться. Пока он шел на поправку, сотрудники клиники повесили его фотографию на стенде, где находились снимки животных, готовых к усыновлению. Информацию о нем также разместили в интернете. Доктор Джефф рассказал, что так делается всегда, когда хозяин равнодушно отказывается от питомца, и эта система срабатывает идеально. И действительно, через 6 недель случилось чудо. Наш герой не только выздоровел, но и попал в хорошие руки. Его раны практически зажили, и Джек превратился в жизнерадостного песика. Он не устает вилять хвостиком при виде нового хозяина по имени Клифф, а молодой человек очень рад, что в его доме появился замечательный четвероногий друг. Глядя на них, нет ни малейшего сомнения в том, что у этих приятелей полное взаимопонимание. Ну а мы искренне благодарны доктору Джеффу за то, что он не пошел на поводу у предыдущего горе-хозяина и сохранил жизнь этому славному песику.